Ну что ж, мы, я думаю, начнем. Сейчас вы видите небольшое видео о компании Christian Fischbacher. Не слышно? Здравствуйте. Кто меня не знает, зовут меня Якунина Елена. Я руководитель компании «Альянс Высокий текстиль». И в рамках нашей выставки Follow Design мы рады приветствовать Майкла Фишбахера с его представителей Ольгой, которые расскажут нам о своей компании и о новинках, я надеюсь, да, которые мы сегодня представляем. Заходите на стенд Кристиана Фишбахера на нашу выставку Follow Design. Еще раз спасибо, что вы пришли. Спасибо, Елена, большое. Вот мы сейчас продолжим. Итак, вы немножко видите видео нашей компании. Оно, в принципе, у нас было на том моменте, когда вы приходили. Мы представляем разную текстильную продукцию, от интерьерных тканей до постельного белья. И вы видите разных людей, разных наших сотрудников, которые нам помогают на всем процессе, от производства до, видите, складирования и упаковки каких-то. В наших делах мелочей не бывает, все должно быть выверено. Также мы участвуем в выставках очень активно. Здесь вы видите кадры о Париже. Наша выставка «Любимый ДКО», надеюсь, ваша тоже. И здесь вы видите, как мы это делаем обычно и очень часто. Также презентации могут быть разные. Здесь вы видите VIP Presentation, тоже в рамках парижской выставки. Камила Фишбахер, наш арт-директор, представляет новую коллекцию. И, естественно, не только сама презентация важна, но и то, что происходит после. Наше постельное белье, с которым тоже мы часто участвуем на выставках, и вот Maison Objet одна из них. Christian Fischbacher — интернациональная компания, мы представлены во многих странах, но особая наша любовь — это Япония. Здесь вы видите Токио, в разное время суток. У нашей компании там есть офис, ну как, собственно говоря, штаб-квартира компании Швейцарии, и офисы по всему миру, в Германии, в Италии, также в Нидерландах, США, Японии. И сейчас вы видите наше подразделение в Италии. У нас сейчас как раз на выставке тоже на стенде присутствует наш глава итальянского подразделения. А вот также Германию вы видите. Вот так. И наш слоган — это традиция, креативность, качество. И теперь передаю слово Майклу Фишбахеру, руководителю нашей компании. Thank you very much. My name is Michael Fischbacher. I'm the CEO of our company. Меня зовут Майкл Фишбахер, я руководитель компании. I'll just introduce ourselves a little bit. Я должен представиться. Olga Sinkovich is our representative in Russia. Я представитель компании в России. She works very closely with my brother Christian. Я как вот представитель, то бишь Ольга, работаю также с Кристианом Фишбахером. У нас все просто. Кристиан Фишбахер ответственный за Россию. So usually it's Christian who comes to Russia, and I'm very, very happy to be here in your beautiful country. The first time that it's not winter. И обычно я очень, кстати, рад быть у вас именно в это время года, потому что, как правило, я приезжаю в Россию почему-то зимой. Это вот исключение. Но чаще здесь бывает мой брат Кристиан. I must say, Moscow is even more beautiful in spring. Ну, Майкл говорит, что Москва летом – это особое зрелище. Ему нравится даже гораздо больше. I want to
give you a brief introduction to our company. Ну, вы немножко увидели фильм, представляющий в общих чертах нашу компанию. And a little bit about how we work, what we do, and why creativity and innovation has been so important for our company for almost 200 years now. И должен сказать, что нашей компании в следующем году уже будет 200 лет, и как раз на нашей сегодняшней встрече Майкл расскажет, почему креативность и инновации для нас так важны. I won't be doing too much talking. I want to show you lots of pictures because what we do is all about beauty, is all about creativity, is about seeing things. Наша работа повседневная – это именно вот служение красоте, служение дизайну, и поэтому не буду я очень сильно много говорить, говорит Майкл, а покажу вам больше то, чем мы занимаемся. It's not by chance that our company presentation starts with design. Не случайно первый слайд моей презентации называется «Дизайн». The design studio, in fact we have two design studios, one in Switzerland and one in Italy. The design studios are the heart of our company, is what we really do, is creativity. Для нас все начинается с дизайна, именно дизайн – это сердце нашей компании, но у нас таких сердец два, одно находится в Швейцарии, Сан-Гален, и другое в Италии, та команда, которая создает итальянскую коллекцию. So after a brief presentation of the company overall, I will talk more about design and innovation and what we do in that field. И после такого общего разговора о компании, потом мы поговорим немножко про ткани, про коллекции. We work in the very high end of the market, so needless to say, quality is important to us. It's something that we keep at the top of mind in whatever we do. Мы работаем в высоком ценовом сегменте, и для нас, безусловно, качество – это краеугольный камень всего. We produce in Europe. Our bed linen is produced in Switzerland, and the fabrics are also some of them produced in Switzerland, most of them now in Italy, because there aren't a lot of manufacturers left in Switzerland. Производство нашего текстиля находится в Европе, постельное белье производится в Швейцарии, а интерьерные ткани в разных странах, в Германии и в Швейцарии иногда. Мы работаем с лучшими производителями тканей. A brief overview of where we work. We work in 58 countries. The ones that are gray is where we have our own companies. В общем и целом мы, как уже было сказано, международная компания, мы работаем в 53 странах. Здесь вы видите несколько адресов только там, где у нас есть офисы и представительства. Our main markets are Europe and Japan. Japan is the biggest single market, followed by Italy and then Germany, Switzerland and so on. Основные рынки, где мы работаем, это Европа и Япония. Вот, Япония – это такой интересный рынок, вещь в себе. Но мы традиционно любим этот рынок, ну, как, собственно, европейский. В Европе мы работаем во всех странах. В основном в Германии, Австрии, Швейцарии, но не только. We work mainly with interior designers and bed linen stores, but also with architects. Мы в основном работаем с дизайнерами интерьеров, или наши партнеры работают с дизайнерами интерьеров, вот, но также иногда и пересекаемся с архитекторами. Especially the bed linen, but also the fabrics is sold also through famous department stores like KaDeWe in Germany or Isetan or Mitsukoshi in Japan and many others. Ну, что касается постельного белья, то это единственный продукт, который уже законченный для конечного потребителя и очень хорошо продается через розничные сети в разных странах, в основном немецкоязычных и в Японии в том числе. Both in Europe and Japan, the market is moving gradually from decorator shops to planners, like architects and interior architects. This is a very fast-growing market for us, the architects and interior architects. We do a lot of contract with them, not normally very large contracts because there the price is important. We only do very high-quality, expensive materials, so it tends to be smaller
but very exciting and interesting projects. Мы должны отметить, что рынок немножко меняется, но он всегда меняется. В данной ситуации в настоящее время он меняется от непосредственно дизайнерских бюро к больше, как это сказать, больше индивидуальность к индивидуальным дизайнерам, архитекторам. Поэтому есть ряд проектов и больших проектов вот именно, скажем так, в этом направлении. The ESOP store, where we just the fabrics in the corner are from us, but other projects like a Hato, that's a Japanese fusion restaurant in Zurich, where all the curtains are from us. It's exciting to work in this world. Ну вот тоже были фотографии как проектов, так и розничной сети ESOP. Вот и сейчас вы видите фотографии разных проектов в разных частях света. Sorry, Jacques is misspelled. It's Jacques in French, of course, Jacques Garcia. Архитектор Жак Гарсия. The main market is still private and residential, however, for us, for our products. Основные рынки для нас это, конечно, рынок конечного потребителя, но также контрактный. We're an old company. I forget. I think great-great-great-grandfather is that not very friendly-looking man on the left. He started the company when he was 16. Наша компания имеет долгую историю, как уже было упомянуто, в следующем году компании 200 лет. И вот вы видите здесь практически в фотографиях такая история от основателя, отец-основатель, ну, Майкл говорит там кто он, мой предок, вот, не очень так дружелюбно выглядящий человек в левом верхнем углу, это вот как раз отец-основатель, его звали Кристиан Фишбахер, неудивительно, вот, и ему было 16 лет, когда он основал компанию. Apparently his success was right from the start that he traded in very high-end, the most beautiful materials. We never did embroidery. St. Gallen in Switzerland is famous for embroidery. We always dealt in woven materials. И ключ к успеху тогда, в то время, во время основания компании, была именно концентрация на высококачественных текстильных материалах. У нас не было вышивки в то время как раз Швейцария славилась своей вышивкой, вот, но тем не менее высококачественные материалы и концентрация на отличном качестве, это позволило, ну, скажем так, положить путь к успеху. For 6 generations, we're a very creative company, but not a very creative family, because for 6 generations, every generation was called Christian. Мы, конечно, креативная компания с точки зрения текстиля, но, наверное, не очень креативная в выборе имен для наших детей, потому что, в общем, уже 6-е поколение Фишбахеров, и там есть тоже Кристиан. I'm the younger brother, so I'm Michael, and my 2 sons are not called Christian. Enough of this. Но, тем не менее, немножко креативности присутствует, потому что Майкл – это младший брат, и его уже дети, ни одного Кристиана там нет. Пока. Our products. As you maybe know, bed linen is a very important part of our product. Наша продукция, как вы, наверное, знаете, мы чаще всего конечному потребителю слышны нашим постельным бельем, нас чаще узнают по постельному белью. Still produced in Switzerland. Производство постельного белья в Швейцарии. The towels that go with the bed linen are also produced in Switzerland. Полотенца, банная группа, тоже производство Швейцарии. The duvets and pillows also are produced in Switzerland. Одеяла и подушки, производство Швейцарии. While the carpets and the fabrics, like I said before, we produce what we can in Switzerland, but there aren't enough producers, so most of it now is from Italy. В то время как наши ковровые коллекции, как вот уже было упомянуто, ткани, они производятся там, где можно, технология производства позволяет Швейцарии, но в Швейцарии не так много производителей, поэтому мы также привлекаем и других производителей в Европе. This year we started a collaboration with a wallpaper company. Basically we have a very, well, we believe a very good design team. We have 2 good design teams, and we wanted to do something in wallpaper because it's such a close product that's also interesting for the interior designers, and we can do that too. So we collaborated with a wallpaper producer, and he sells it directly. We just did the design. В этом году мы рады представить вашему вниманию
коллекцию обоев. Это новое для нас направление абсолютно, и мы работаем в команде с очень уважаемым производителем обоев. Вот, и здесь мы достойный тандем. That's the newest product from this January. So basically, we are all about creativity, innovation, but really it's all about beauty. It's about producing beautiful products and working together with interior designers who enjoy this world of beauty in interior design as well. Конечно, креативность, инновации – это да, на чем стоит наша компания, но тем не менее основное слово, без которого эти два понятия не работают, это красота. То есть мы служим красоте, и, безусловно, красота – это то, что ценят наши клиенты, клиенты наших клиентов. Talking about design, I'd like to introduce our design team to you. They're headed by my wife. She's the one in the middle, Camilla. She's the art director. И поскольку как раз дизайнеры составляют сердце, у нас их два таких сердца, вот одно из них, как раз здесь вы видите нашу дизайнерскую команду из Швейцарии. В центре это супруга Майкла, Камила Фишбахер, наш арт-директор. All these pictures we took in Switzerland. There's another design team in Italy. I think I forgot to bring pictures. Да, итальянскую команду вы увидите чуть позже, но пока немножко о швейцарцах. Of course, these pictures are taken professionally, but what we're showing you is actually the way they work. They start most designs by hand. They're still actually drawn by hand. Работа дизайнера, ну, конечно, это фотографии, но работа дизайнера всегда происходит вручную. Our designers are artists, but they also have to be textile designers because they have to know how to translate their artwork into textile prints. Все наши дизайнеры по образованию художники, но, безусловно, этого недостаточно. Для успешной работы у нас они должны быть также и текстильными людьми, обладающими информацией по текстилю. A lot of it is drawn. Sometimes we do drawings that are then woven into jacquards. This is a very special product where we use an old Japanese technique of folding a fabric in many times and then dyeing it in this case in blue. Особо интересно всегда смешение различных техник и технологий. Вот тоже дизайнер должен владеть этими технологиями. В частности, здесь вы видите фотографии производства нашей инновационной тоже в свое время ткани по японской технологии, которая, собственно, старинная достаточно, но была адаптирована под наши дни. Ткань складывают многократно, несколько раз, потом окрашивают, в данном случае вот в синий цвет, и получается интересный эффект. It's an exciting work. It's from the outside, including myself, it looks like it's a lot of fun, but it's also very hard work what they do because they always have to come up with new things. They're inspired by fashion design because fashion thinks 2 years ahead and we produce 1 year ahead. So they go to all the fashion seminars to know what the trends are in 2 years to produce a collection that is with the newest fashion trends. И, конечно, то, что со стороны выглядит как такая интересная, забавная игра, на самом деле тяжелый, кропотливый труд, потому что буквально от начала за весь вот период происходят какие-то изменения, происходит дополнение. Это очень такая серьезная, интересная работа. Our collection basically starts with what we call a mood boards. This here. И коллекция всегда начинается то, что вот как мы называем mood boards, такая, доска, на которой какие-то впечатления, настроения, обрывки воспоминаний и прочее, из чего складывается картина. This is a few years old, this picture, but the mood boards capture the trends of 12 months ahead. And they decide, okay, we want to go in this color group and this shape group. That's how they start. Слайд несколько лет ему давности уже есть, но тем не менее здесь иллюстрируется именно подход, как мы работаем, то есть важен цвет, безусловно, мы следим за модой, за модными веяниями, и тем не менее вот цвет и фактура то, что важно. Then they put the colors at the top. You're in interior design, you can tell that these colors are from about 2 years ago, or 3 even. Already now that's old, and every year you have to
be with the trends of the colors. Естественно, каждый год в тренде новые цвета, и поэтому всегда палитра обновляется в этом смысле у дизайнерами, да, от года к году. Ну, в данном случае конкретно этой фотографии уже года два. It's interesting, by the way, how color trends are decided. Тоже интересно, как решаются какие цвета в тренде. Color trends are decided by the fashion industry 2 years in advance, and it sounds strange when we say decided, but for the fashion industry, it's important that they agree what the color trends are in 2 years. Otherwise, everybody does something completely different, and you have no trend. Мы когда смотрим новые тренды, да, кажется, как будто их кто-то установил. Ну да, безусловно, существуют институты, Fashion Institute, которые так или иначе рекомендуют или объявляют, что да, в тренде вот такие цвета в этом году. Существуют другие палитры, как мы знаем, но тем не менее сама отрасль, сама индустрия должна быть тоже согласна с тем, что именно эти цвета в этом сезоне в тренде. Поэтому нельзя сказать, откуда приходит такое понимание. Наверное, здесь симбиоз науки и восприятия. These color trends are still today mostly decided in Paris, and then there are fashion seminars in Paris where designers can participate. It's not cheap, but if you participate at these events, you know what's happening in 2 years, and our designers go to these events once or twice a year. В основном в Париже, как мы знаем, то место, где традиционно узнают остальные дизайнеры о трендах. Там есть специальный, опять же, институт, Fashion Institute проводит семинары для дизайнеров. Они не дешевые, прямо так скажем, но тем не менее очень полезные, потому что дают тренды за 2 года до того как. Поэтому очень важно, наши дизайнеры всегда посещают такие семинары. I personally find this kind of mechanism interesting, how the world really works. Of course, most designers, especially in the media, they just talk about, they have it somewhere like this. It's not true. There are systems. Но, конечно, то, что со стороны кажется просто вот порханием бабочки, да, мы вот просто почувствовали, мы вот где-то услышали и почувствовали тренды. Не всегда это работает именно так. Как правило, за этим стоит долгая, кропотливая работа и практически скрупулезная институтская история, исследовательская. So sorry if my presentation is a little bit chaotic, but I just wanted to show you a little bit how we work and how, for example, this design we called kotori, means a small bird in Japanese, but it's designed in Switzerland, using a lot of inspiration from, among others, Japan. Ну что ж, после того, как вы знаете теперь о нашей компании больше, чем раньше, немножко поговорим о наших тканях. И вот на фотографии была ткань Котори, которая у нас ключевая ткань в коллекции весна-лето 2018. Котори по-японски означает маленькая счастливая птичка, но дизайн был разработан в Швейцарии. Just to show you. Вот как раз мы вам покажем этих маленьких и не маленьких счастливых птичек. The end result of what the designers worked on for this small collection, basically a print, and then that also turned into an associated design group of wallpaper and prints. Но, тем не менее, эти счастливые птицы существуют не только на ткани Котори, они также и существуют в наших других дизайнах, в частности в обоях. Тоже есть и панно со схожим названием, также есть и другой артикул, в которых живут эти замечательные птицы. So without a lot of comment, I'll just take you through a series of photographs that were used by the designers as inspiration for this design. И здесь вы можете примерно почувствовать то же, что чувствуют и наши дизайнеры, откуда они черпают вдохновение из разных источников. Our company was in fashion fabrics for many years until the end of the 90s, the beginning of the 90s. And this fashion DNA is still very much
in us and in our designers. That's why a lot of the inspiration comes from fashion, not only through the seminars, but also through the research of fashion trends. Наша компания в прошлом много-много лет работала с индустрией моды, в принципе, где-то до, может быть, середины 90-х годов. И мода как таковая, она движущий стимул для всех нас, но и для нашей компании в частности. Japan is an important market for us, but it's not only an important market for us, it's a culture that we are in very frequent contact with, and that gives us a lot of inspiration. Not for all designs, of course, but in this case, it was a strong inspiration. Почему Япония? Япония для нас это, как было уже сказано, один из важных рынков, но не только это, скажем так, такая любовь семьи, исторически так сложилось. Вот. И очень много как раз вдохновения наши дизайнеры черпают из именно японской культуры. So the last picture just shows the end result, where we did a bed linen out of it, we did a curtain fabric out of it, and while we were at it, we worked with the wallpaper company and made inkjet wallpaper print out of it as well. Ну и здесь вы видите просто вот как капли воды, как вот в одной фотографии вся наша продукция. И здесь как раз как такой знаковый дизайн в этом году и в которой есть и постельное белье, также на обоих тоже существуют эти птицы. The details you see here are on the bed linen design, but not on the design for the curtain. So we vary the designs depending on the product, because something may look great on one product, but not so good on another. So we're very careful to differentiate. Конечно, птицы, они живут и там, и там, и там, но они не одинаковые, потому что все-таки каждый продукт имеет свою специфику. И то, что может замечательно смотреться на обоях, к примеру, да, на тканях, нужно слегка изменить, чтобы заиграло новыми красками. Sorry. Ignore this, I just made a mess. Да, сейчас мы вернулись так, как должно быть. We talked a lot about creativity, but innovation for us is something slightly different from creativity. Ну что ж, о креативности мы немножко поговорили. Также вторая часть, второй краеугольный наш камень – это инновации. Innovation well, let's put it this way. The field of innovation that interests our company especially has to do with ecological issues. Для нас, именно для нашей компании, инновации как таковые, они неотделимы и от экологической темы, очень актуальны сейчас. About almost 10 years ago, we were the first company to come out with a collection of high-end interior fabrics made out of recycled plastic bottles, PET bottles. 10 лет назад мы были первой компанией, кто представил ряд тканей из уже переработанного волокна, вот, что было инновационным шагом в то время. My wife Camila was in New York and met actually an American producer at the time who was able to make fabrics out of recycled PET bottles, but it wasn't very nice. It was pretty awful. So it took them a long time. Normally it takes 6 months for a collection. It took them 18 months to make nice-looking fabrics out of it. Ну, понятное дело, когда мы сталкиваемся с таким вопросом, как уже возвращение жизни предыдущему материалу, это очень серьезный процесс. Понятное дело, наша компания этим не занимается, но вот Камила Фишбахер, она была в Нью-Йорке, там есть люди, которые показали, как это может быть. Конечно, до того, чтобы ткань именно прошла тот путь рождения своего, проходит много месяцев, от 6 иногда до 18 месяцев, для того, чтобы мы сказали, да, вот оно, вот так оно должно быть. Now, PET, polyethylene, whatever it means, plastic is, of course, a very important material. We use it all the time. We couldn't live without it. Nobody wants to get rid of plastic altogether. Ну, что касается также частично ткани были из волокна, полученного методом переработки пластиковой тары.
Вот, поскольку это очень серьезная история по экологичности. Как вы знаете, пластиковые бутылки, они сами по себе не разлагаются. Мы же не хотим жить в мире, наполненном пластиковыми бутылками везде, да, по всей стране, то есть по всему миру, то есть, прошу прощения. Поэтому нужно тоже прикладывать усилия в том, чтобы наша планета оставалась чистой. However, as we all know, plastic refuse is a huge problem, a huge ecological problem. We did some research where we found that, I mean, the numbers are just mind-boggling of how polluted the world and especially the oceans are because of plastic and especially plastic bottles. Ну, мы все читаем в журналах, иногда в газетах о том, какую угрозу потенциально несут, вот, казалось, безобидные пластиковые бутылки, когда они собираются в большом количестве. Вот вы видите на фотографии, да, и переработка их действительно большая проблема. I think I tell you nothing new, but of course it doesn't just look bad, it's also bad for not just the environment, but in the end also for us, because the ocean animals actually eat the plastic as it goes into very small pieces, and in the end we eat the plastic. Ничего нового, конечно, в этом нет. Нам кажется, что это иногда, что эта проблема существует где-то вне нас, но это не так, потому что частички пластика попадают в организмы существ, живущих в океане, в морях, вот, а потом, собственно, эти организмы попадают к нам на стол, да, и непосредственно, в общем-то, мы тоже часть вот этой экосистемы. There are several areas where the pollution is especially severe. One of them is east of Russia or west of the USA, around Hawaii. There's an enormous, like a carpet of plastic, several, maybe 10 meters deep into the ocean, and the size of Western European country. It's huge. Особые такие вот залежи, они на западе США, ну, скажем так, там, где вот запад США встречается с востоком России, да, то есть там практически вот эти залежи, они достигают размеров некоторых европейских стран. So, let's not throw it away. Why don't we recycle it? And that was the basis of the Be New Pet collection. И поэтому частично, безусловно, небольшая часть нашей коллекции также носит название Be New. Не выбрасывайте, а дайте новую жизнь. The bottles are shredded. They're collected and they're shredded into fine pieces, and then they're made into. They're purified, of course, and then they are turned into basically polyester. Есть специальные компании, кто занимается переработкой вот уже отработанной пластиковой тары. Конечно, уже они очищают, нарезают и потом переплавляют в то, что в принципе вот полиэстер. It's a process that has been invented maybe 20 years ago and is constantly being refined, so that today this is the basis of the collection's designs. Этот процесс был разработан 20 лет назад, и, конечно, с каждым годом он совершенствуется и совершенствуется. So that today you can make actually very nice fabrics out of recycled polyester. И вы удивитесь, из какие замечательные ткани можно сделать уже из переработанного полиэстера. This is the one from 10 years ago. They were still a little bit hard. By now, every year we do more, we call it Be New collections, and by now the touch is just like a regular polyester fabric. В начале, ну как, может быть, те же самые там 10 лет назад можно было почувствовать, что такие ткани более жесткие по сравнению с обычными, да? Но сейчас технологии таковы, что практически на ощупь, ну даже не практически, а совсем может быть неотличима текстура тканей. Из переработанного сырья нет. We speak of three benefits. The core benefit is, of course, that it's good for the environment. The social benefit is that we assume social responsibility and responsibility for the environment. And what we call the magic benefit is by using these materials, our customers and us have this feeling of being at the, being trendsetters, being ahead of the trends. Ну и здесь мы для себя, как компания Christian Fischbacher, выделяем три основных положения. Это, ну, такие общечеловеческие, что мы часть этого мира, часть этой природы,
Поэтому мы должны ту вот маленькую толику, которую мы можем сделать для того, чтобы сделать этот мир лучше. Также социальная ответственность, чтобы любая наша ткань, любая наша продукция, которая от нас уходит, она уходит в мир, она должна быть чистая во всех смыслах, экологических в том числе. Ну и также магия своего рода, то есть мы и вы, соответственно, кто потребитель нашего продукта, тоже причастны к этой, можно сказать, магии, да, потому что когда возникает новый продукт, это всегда чудо. The collection has been a huge success. The next step was to create flame retardant recycled products, which is even more interesting because we can now work on conceptual contracts where architects want to have everything recycled in the entire house. If it's a public house, they can also use curtains now that are recycled. И коллекция, когда мы ее только ввели, она имела огромный успех, потому что в Европе это очень популярная, очень-очень популярная тема. Ну, от себя добавлю, может, в России пока не очень, к сожалению, но в Европе, да, то есть все больше и больше практически, ну, каждый архитектор так или иначе спрашивает, есть ли у вас ткани вот такие уже со второй жизнью. Be new, by the way, it sounds in English like be new, but it's also the name of the ancient Egyptian phoenix, which is the bird that burns and comes back, of course. Интересный факт, что вот беню, как вы видите на слайде, то, что пишется беню, читается беню, то есть быть новым в таком звучании английском, но также это it's the ancient Egyptian phoenix. И на удивление, вот для меня тоже новость, что так называлась египетская птица Феникс. Вот в свое время носила имя Беню. So it's a cute name as well. After Binu out of PET bottles, we thought let's go on and do recycled fabrics. That's actually a lot easier, but it's that was the first Binu yarn collection, but it's also environmentally very, very meaningful. You can save a huge amount of water, chemicals, you reduce CO2 emissions, you reduce the contamination of water. Ну, здесь, конечно, вы видите такие технические цифры, сколько литров воды можно спасти таким образом, сколько электроэнергии, сколько, значит, сократить выброс газов, ну, то бишь, сколько всего хорошего может сделать такое, казалось бы, незначительное или значительное действие. And it reduces energy use and so on. We now have Binu made out of plastic bottles, Binu out of yarn, Binu out of cotton or wool yarn, and the flame retardant Binu group that will be enlarged next year. Ну, сейчас уже, скажем так, по вот этой экологической нашей истории мы уже говорим не только про беню как таковые, но беню, как бы семейство беню, в которых входят разные другие волокна, не только полиэстер. So that was a lot of fun to come up with this innovation. Да, то есть мы как раз были одними из первых, кто так или иначе имел причастность к этому изобретению. So we didn't stop there because we had the luck to meet a company that did something also we thought revolutionary and very new. Но наши инновации этим только не исчерпываются. Сейчас мы посмотрим еще материал про наш следующий шаг. It's called EcoFR. Ткань носит название Eco. Eco с пометкой FR, значит flame retardant. And what's interesting about that, it is flame retardant fabric that is not treated chemically and is made of natural materials. Революционная вещь была в том, что это натуральный материал, не обработанный ничем, но тем не менее он имеет негорючие свойства. It's an invention from an Italian company that we work very closely together with, and what they do is, don't ask me, I'm not an engineer. They somehow change the viscose and the linen on a molecular basis that makes the product not burn anymore. Ну, не спрашивайте меня, как это происходит, но тем не менее мы работаем с
компанией, кто как раз изобрел вот эту замечательную вещь, итальянская компания, и они как-то на молекулярном уровне вносят изменения в смесь вискозы со льном, таким образом, что эта смесь больше не горит. It doesn't burn, it doesn't melt, so it doesn't drip, and it's biodegradable. То есть сплошные преимущества: не горит, не образует капли и также биоразлагаемая. And I'm looking for a movie that shows И сейчас мы вам покажем маленький фильм на how эту it тему. works. Поиграем с огнем. Смесь хлопка и льна. Burns like paper. Сгорает полностью. Стопроцентный полиэстер. Горит, плавится и пахнет. Тревира сеес. Не горит, но самозатухает. Только плавится. И поэтому носит название негорючей ткани. И наша эко-эфар от Christian Fischbacher. Вискоза и лен. Не горючая. Не плавится. Не образует капли. Карбонизирована. Ну и биоразлагаемая. Единственное, пожалуй. И мы думаем, это умное решение. А также хорошо для всего мира. Хорошо несколько раз. Thank you very much. Большое спасибо. With this little movie, I want to end the short presentation with a little bit of an insight of what we do. I hope you had fun. And if you have questions, go ahead. Ну и на этой замечательной ноте я хотела бы уже завершить нашу презентацию. Надеюсь, вы немножко получили такое немножечко другое видение нас как компании. Да, ткани вы наши видите, вы можете их увидеть на стенде, но тем не менее, вот кто мы такие. И, надеюсь, мы вам объяснили больше. Если у вас вопросы есть, можете задавать. Thank you for the translation. That's my pleasure. Thank you very much. Ну что ж, если вопросов больше нет, тогда мы благодарим вас, что вы сегодня нашли время нас посетить. Пожалуйста, приходите на наш стенд в рамках выставки Follow Design, стенд А10. Мы всех вас рады видеть, показать все наши ткани, не только одну. Ждем вас.